Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить замечательный торт с ягодами. У меня сегодня с голубикой. Ягоды можно использовать любые. Готовится все проще простого. Торт получается сочный, влажный и очень вкусный. Если не хотите верх коржа, можно не промазывать кремом, а присыпать сахарной пудрой. И будет вкуснейший пирог с ягодами. Торт получается такой нежный, сочный, влажный. В нем много ягод и сверху вкуснейший крем. Рекомендую его приготовить и попробовать. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится. Также сразу я подготовила форму, размер 28 на 20 сантиметров, выстелила ее пергаментной бумагой. Я бумагу ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Выкладываю в миску мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, добавляю соль, взбиваю миксером в пышную массу примерно в течение 4-5 минут. По одному добавляю яйца, каждый раз хорошо перемешиваю. Добавляю сметану и также добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. Для рецепта можно использовать сметану любой жирности. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. И сейчас я быстро все перемешиваю лопаткой. Это тесто не любит долгого вымешивания, иначе оно затянется и будет невкусным. Поэтому все просто быстро соединяем до однородности. В итоге получается вот такое нежидкое тесто. Добавляю в него голубику. Вместо голубики можно использовать и другие ягоды. У меня свежая голубика, она очень красивая. Можно также использовать и замороженные ягоды, только тогда предварительно немного перемешайте их с крахмалом. Выкладываю тесто в форму и аккуратно все разравниваю. И теперь отправляю все выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж я достала из духовки. Вы только посмотрите, какой красавец получился. Обязательно проверяю его готовность деревянной шпажкой. Он хорошо пропекся, аромат стоит потрясающий. Достаю корж из формы и оставляю остывать на решетке. Такой пышный, очень красивый. Делаю крем. Для него я буду использовать сыр Филадельфия. Можно использовать любой творожный сыр или сливочный. И здесь у меня жирные сливки. Добавляю 2 столовые ложки сахарной пудры. И добавляю экстракт ванили. 1 чайную ложку. Хорошо взбиваю миксером. Конечно, этот корж вы можете просто присыпать сахарной пудрой. И тогда получится такой просто очень вкусный ягодный пирог. Но я хочу сделать более интересную подачу. Мне кажется, с кремом этот пирог превращается в настоящий торт. Получился вот такой очень нежный вкусный крем. На полностью остывший корж выкладываю крем. Распределяю ровным слоем. Края можно обрезать, чтобы был виден красивый разрез. И теперь весь корж я разрежу на порционные кусочки. Украшаю ягодами голубики каждый кусочек. И можно подавать все к столу, к чаю. Это очень быстро, вкусно и готовится так просто. И также по желанию можно еще украсить листиками мяты. Вообще смотрится, конечно, этот торт очень красиво, такой нежный и какой он сочный, благодаря голубике. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook,
чтобы не пропустить новые интересные рецепты.